Всем доброе утро! Надеюсь, что у вас такая же ясная, светлая, теплая, солнечная погода, как и у нас в Одессе. И я сегодня хочу вместе с вами позаниматься немножечко орхидеями, порассматривать, кого-то полить, что-то новенькое увидеть. Есть одна орхидея, которая наконец-то, девочки, расцвела. Ой, как долго я ждала, я вживую видела цветение этой орхидеи. Она такая маленькая-маленькая. Но нам с мужем она очень понравилась. Прям вчера заценили. Всего 2 бутончика, ну какие! Но они небольшие, но не такие интересные. Кто смотрит внимательно мои видео, наверное, уже догадался, про какую орхидею я говорю. Но она все-таки раскрыла свои бутоны, я очень переживала. И у меня 2 полочки нижних на стеллажах, здесь, в кухне, куда я не могу часто добраться, так как они забаррикадированы от моего любимого щеночка Жорика. Сейчас он пошел на прогулку с ребятами, на утреннюю, а у меня есть такая возможность поубирать на этих полочках. И давайте вместе поубираем. Я вас приглашаю. Ну, не то, что на уборку, а на посмотреть. Вот я здесь уже порасклеивала заборчики вот такие вот. Девочки пока работают, но единственное, что я здесь один ряд ставлю вот из горшочков, потому что любопытный нос все равно туда проникает. Так, и вот сразу я вижу моя болящая орхидея, которая лучше не становится, сгнила точка роста. Это вот такое вот недоразумение у меня произошло после обильного полива в межсезонье. Я вижу вот этот лист желтенький, обрабатывала ее, ну не знаю. Этот вроде нижний ничего, этот так себе. Наверное, надо все-таки убрать вот этот лист и Максимом обработать. Она у меня в гидропонике, уже пересажена из коры. Спросите, что за орхидея, не знаю, девочки. Соня номер 5. Соня номер 5, и, по-моему, это Соня номер 5 еще даже и не цвела. Или цвела? Нет, не цвела. Не вижу я цветоносов на ней. В общем, ей надо заняться вплотную. Так, что здесь у меня? Я сама, девочки, уже неделю или даже больше не смотрела. Здесь не заглядывала. Надо все повытирать. Смотрите, это у нас, по-моему, алюра. Да, алюра астероид. Ну вот, смотрите, второй цветонос, но еще ни одного цветочка. Может быть, даст она мне хотя бы один бутончик. Она давала бутончики, но эти бутончики не развились в полноценный цветочек в прошлом сезоне. Ну вот, нарастила листик, надо обтирать все орхидеи. Видите, как они здесь снизу покрываются пылью. Они, как знаете, прям притягивают к себе пыль. Так, в гидропонике у меня здесь красавчик. Уже тоже просох, корешки растут. Я вам так на солнышке покажу эту красоту. Кто это? Кто ты? Auckland Beauty. Auckland Beauty тоже вот выпустил цветоносик. Но мне кажется, что этот цветонос он выпустил уже давно. Потом замер и сидит. Вот так зарастает зеленью горшочек. Я высадила в гидропонику, потому что в коре что-то был он не весел. Ну, здесь получше дела пошли по корневой. Так, вот тут сам, ну не самый большой там фаленопсис. Вот здесь вот такой раскидистый. Это, по-моему, Хазард мой. Да? Или я путаю что-то? Да, я его подписала наконец-то. Стоял раньше на окне, поставила сюда, когда отцвел. Ну, цвел так себе, девчонки. Что я вам хочу сказать? Хазард занялся корневым ростом. О, шеи. Был какой-то приболевший, я его смазывала топсином на всякий случай. Вот с одной стороны у него было несколько цветоносов, видите, пеньки торчат. Ну, цветение было не пышное, там 1-2 цветочка. Но так в целом растит листья. Такой себе красавчик. Ой, я закрываю солнышко, а солнышко с окна. Боже, сейчас буду их всех протирать.
Душевать не буду рисковать, а буду протирать листики салфеточками. Так, вот это мой Леопольд, я его называю. Леопард. И смотрите, ребята, у него появился цветонос. Он уже цвел. Это подарок. По-моему, он киевлянин, так мне кажется. Из Киева приехал. Я даже не меняла посадку. Вот он также продолжает расти в этом же стаканчике. Это знаете кто? Это ягуар. Ягуар, а я его леопард называю. Также он продолжает расти в этом стаканчике, в который его посадила хозяюшка. Это ее детка от ее большого растения. И чувствует себя, в принципе, неплохо. И цвел в прошлом сезоне, и сейчас надумал цвести. И корневой рост, кора и мох. Прекрасно. И я заметила, что если орхидеи пореже поливать, в межсезонье особенно, то будет очень даже неплохо. Рост корней начнется. Так, по-моему, это Stone Dance. Да, написано Stone Dance. Ой, как мне понравилось, как он цвел. Вижу, там я чешуйку оставила. И она такая темная. Надо будет ее снять. Или чернота там у него появилась. Ой-ой-ой. Надо посмотреть, девчонки. По-моему, чернота на шее. Не-не-не. Stone Dance мне очень нравится. Еще не хватало. Возможно, я его последний раз, когда поливала сильно... Да, и вон манка появилась. Наверное, я его сильно перестаралась. Ой, вижу новый цветонос. Видите? Вот он, вот он, вот он. Справа. Новый цветоносик. Мне нравится, как этот фаленопсис цветет такими красивыми маленькими цветочками. Он, по-моему, имеет в роду эквестрис, поэтому он такой. Так, ну слушайте, ну вот прям я озадачилась тем, что у него на шее темное. Но мне кажется, что это остаток листика. Посмотрим. Так, у кого-то здесь выросла проса. У меня лимоша сверху ест проса. И бывает, что крыльями машет и разлетаются в разные стороны. Так, кто такой у меня бравый? Бравый, бравый. Вы знаете, сказать, что они прям просохли, но они просохли. Ну, легкие вазоны. Вот кто спрашивает, когда поливать орхидею, вот вы даже когда польете, вы возьмите вазон в руки, вы увидите, какой он такой тяжелый становится. Все ингредиенты, посадки промокли, пропитались влагой, и тяжелый вазон становится. А потом вы возьмите через недельку, через 10 дней, вы увидите, как легко вы берете. Вот я взяла, ну как пушинка. Это Браве Сара Голд. Что-то тоже она сидела у меня, ни разу не цвела. Или цвела. Ой, девочки, по-моему, она цвела. Либо у нее был бутон, который не раскрылся. И она его засушила, скорее всего. Потому что я вспоминаю, не помню я... Или была у меня Браве... Нет! Кажется, мы с вами любовались ее красивым цветочком. Он такой, по-моему, желтый. Я здесь добавлю картинки, конечно, но мне кажется, что было цветение. Было. Очень она, по-моему, красивенькая. И, по-моему, она даже ароматная. Слушайте, вот это цветение одним бутончиком раз в году очень плохо запоминается. Ну вот теперь вот такой кустик. Из 1,7 ращу. Тут они все, в принципе, из 1,7. Так, вот здесь вот этот куст, он очень быстро просыхает. Но он тут хорошо пошел, цвел. Это дракарис. Видите, какой у нее обратная сторона листа такая свекольная. Ну так неплохо, но пересыхает. Корней здесь нарастил. Ой, какой молодец. Биглип дракарис. Классный. Очень такой эффектный. Мне он нравится. Но вот его надо тоже обтереть и полить. Короче говоря, у меня на этой полочке тут прям работы. Вот эту надо, конечно же, девчонки, пересадить.
Это просто безобразие. И это безобразие называется мини-биглип. Мини-биглип. Смотрите, как он корней нарастил здесь. В 12 горшке. Ну, не знаю. Может, на этот сезон еще оставить его так. Хотя вот всегда такое есть желание спрятать корни вовнутрь. В горшке, в принципе, еще есть место. Оставляю в поддончике воду, поэтому вот такой след на горшочке. Горшочек такой себе уже бывалый. Ну, растет, растет. Очень красиво цветет, гроздочкой такой полосатиков. Полосатики такие у него цветочки. Классные, мне нравится. Так, что здесь у меня еще? Кто здесь у меня еще? Так, что-то у меня стерлись названия. Мету. Это Мету. Мету Драгон. 12 месяц 23 года. Мету Рефлекс Драгон. Да. Мету Рефлекс Драгон. По-моему, тоже цвел. Вот, бутончиков. Видите, это револьверный такой тип цветения. Получается, пытаюсь на солнышке. Солнышко, кстати, очень быстро убегает. Оно так у меня скользящее здесь по утрам, в солнечный день. Ну вот растет, растет, растет. В принципе, вопросов к нему особых нет. Единственное, что хотелось бы, чтобы он попышнее цвел, ну, пока так. Может быть, подрастет, и все будет хорошо. Вот такая характерная для метушных фаленопсисов форма листика, кругленькие небольшие кустики. Мету Рефлекс Драгон к вашему вниманию. И вот цветоносы не обрезаем. Здесь их 2. Все в перьях. И на каждом из них по 1, 2, 3 цветочка будет, и хорошо. Вот такой Мету Рефлекс Драгон. Видите, коринка между горшками. Делаю проветривание, девочки, вот так. Чтобы не полностью, вот если ее убрать... О, тут водичка внизу. Вот если убрать и поставить раз, то здесь нет зазора между горшочками. И тогда нету проветривания. Я ложу кусочек коры. Сейчас покажу. Так, раз. И получается вот такой зазор. И там воздух ходит. И я заметила, что это лучше. Вот такая небольшая вот манипуляция. И так неплохо на росте корней отражается и на проветривании субстрата. То есть корни у орхидей должны дышать. Так, ставим сюда Мету Рефлекс Драгон. А я что-то думала, что у меня все метушки в другой локации. Видите? Нашла еще одного Мету. Так, кто тут у меня еще такой в 12 горшочке? Это Леолин Оранж, мне подсказали, потому что орхидея пришла совсем... Заказала я эту орхидею давно, еще в марте 23 года, и она мне приехала вообще под другой заказ был, как бы совершенно не этот фаленопсис я заказывала, а расцвел такие оранжевые мелкие цветочки, вот уже видите, цветоносы были. Кстати, вот этот корень мне не нравится, какой-то он безжизненный. Ну, обрезать, конечно, я его не буду. И, в общем, оказалось, что это похоже фаленопсис на Леолин Оранж. Ну, так я его и подписала. Ну, растет, цветет, не быстро растет. Здесь у него кора мох, есть вентиляция по бокам. Видимо, горшочек покрывался грибковостью, поэтому сделала вентиляцию. Но теперь быстрее пересыхает. Боже, всех надо приводить в чувство. Сейчас возьму антибактериальные салфетки и протру их. Так, здесь у меня вот эта огромная моя пышно цветущая орхидея. Девочки, сейчас покажу. Повыше встану, покажу вам ее.
Это моя красавица. Здесь, видите, о, лимоши. И все с утра поели яблочко. И лимоши, и все. Это моя панда. Панда классическая такая орхидея. Она очень красиво у меня цвела. Но беда в том, что она выдала 2 цветоноса из точки роста. Я, конечно, расстроилась, когда увидела эти 2 цветоноса из точки роста. Сначала был один. И вдруг, когда покупала, его не было в точке роста. Просто красиво цветущий фаленопсис, все нормально. И вдруг через какое-то непродолжительное время она выдает 1 цветонос из точки роста. Я понимаю, что усё. Наш моноподиальный рост закончился, да? И будем ждать детку. Я ждала, где же это будет детка. Было много цветоносов, она потом дала еще 2 цветонос из этой же точки роста. Представляете, вот 2 цветоноса из точки роста. И я ждала деток на цветоносе. Цветоносов было немало. Разветвляла она эти цветоносы, доращивала. Но в итоге она дала предстволовую детку. Вот она. Видите? Вот эта детка. Так они вдвоем и растут. И потом детка процвела. Вот, смотрите. У этой детки 2 цветоноса, что ли. Я уже... Да, видите, 2 цветоноса, причем с одной почки. Вообще очень интересный фаленопсис. С такими закидонами интересными, что на обычном, на другом сорте такое не увидишь. Вот здесь какие-то происходят вещи интересные. И вот я сейчас смотрю какой-то листик. Что за листик? Это что, еще одна детка? Видите, у основания этой орхидеи, или это просто, или это цветонос? Девочки, я не пойму. Наверное, это цветонос. Просто это ювенильный листик, и там из пазухи пошел цветонос. Видите, то есть детка собралась цвести, детка выдала цветонос. Ну хорошо, главное, что не отсюда. И мне ребята потом писали, что Аня, не переживай, это нормально для этого сорта. То есть, если вы этот сорт приобретаете, будьте готовы к тому, что он будет выдавать цветоносы из точки роста и детковаться. Детку я не отделяла, говорю, ладно, расти там. Корней она растит очень много, девочки. Вот, полный горшок корней, полный горшок. Видите, я вам так покажу. Здесь плохо видно, потому что желтый пластик. Ну, и через желтый пластик тоже можно увидеть хороший корневой рост. Пьет много, особенно когда на себе держит шапки, охапки цветов. Поэтому все в порядке. Так, я сейчас займусь этими орхидеями. Значит, здесь я сниму вот этот лист. Мне не нравится. Мне вообще тут ничего не нравится. Мне кажется, что здесь просто уже гниль. Надо пойти за штативом. И мне кажется, что с этого пня уже ничего не будет. Ну, я хочу вам сказать, что будем ждать до последнего. До последнего. А вдруг где-то появится детка. Честно говоря, смотрю я на это все. И, в принципе, не удивляюсь. Почему, я вам скажу, почему. Она с самого начала мне не нравилась. Она приехала какая-то вся... нерадостная, какая-то вся хромая, непонятная. Вот это, говорю, приобретешь, может сразу выбрасывать, когда видишь, что что-то не то. Но всегда даешь шанс, да, и возишься. Вот с помидорами проще. Но вот этот лист, он... Видно, что желтизна уже у него начинается.
Так, вот этот корень. Ну вот он вроде... Ладно. А, он сам отвалился. Да. Сейчас с Максимом обработаем. Ну что тут уже вот надеяться? Ну корни вроде плотные. Плотные. Вот этот корень суховатый. Девочки, ну такая себе реанимаха. Специально в флагрон посадила, чтобы не заливать, чтобы она... Ой. Чтобы она как-то себя чувствовала более в сухом состоянии. Так, сейчас я... Подождите. Ой, запах Максим. У него такой специфический аромат. Я отлила в крышечку. Я вот так делаю. Корни, конечно, он жгет, но вот эту часть я думаю, этого достаточно. Не знаю. Посмотрю, что там. Вы знаете, этот лист тоже не живой. Он прямо отсоединился. Короче говоря, мне кажется, что эта затея вообще... Ну ладно, вот один лист есть, но он тоже такой какой-то. Короче, остались одни корешки. Ну, давайте вот так сделаем. Понаблюдаем. Если где-то осталась живая почка, может, где-то выпрыгнет. Это называется уже спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Если захочет жить, то все будет у нее хорошо. Не захочет, ну, уже, значит, так и будет. Так и будет. Кисточку сполоснула, залью вовнутрь. Чё добру пропадать? Полив с фунгицидом тоже нужен. Ой, короче, вот так вот. Где-то поставлю ее в тепленькое место повыше. То, что для того, чтобы ждать детку, надо тепла побольше. Секатор после того, как участвовал, так сказать, в обрезке непонятно какой инфекции, надо обработать перекисью. Что не знаю, девочки. Вот Максим не люблю за то, что вот так на руках остается. И на всех поверхностях надо, короче, с ним аккуратно. Как-то, помню, заказывала вот эти салфетки, помните? Осталось 2 пачечки. Сейчас я ее разрежу. Это влажная салфетка, она там пропитана удобрением. Именно специализированная для протирки листьев орхидей. Так, что там я отрезала? Ну, такая хорошо влажная, с запахом таким каким-то спиртовым. В общем, будем протирать. Слушайте, ну, вроде солнечный день, а как-то так... О, она прям так полирует хорошо. У меня была прям цель купить специализированные салфетки. Купила. Так, куда я уже делала секатор? Я его обработала. Я хочу здесь пообрезать штурпаки, которые сухие. Все, был один. В общем-то, пропитано. Ой, знаете, такое ощущение, что взяли салфетку и на нее налили чего-то для роста и развития, ну, как он называется этот? Азота. Азотика плехнули на нее. Ну вот, орхидея уже я обрабатывала этих салфетками этими. Никаких плохо, хорошо я не заметила. Ну, единственное, что удобно, если бы их было много в пачке, а не одна,
то можно. И были они там дешевые, и были в продаже. Купил себе, протер, и все. Учитывая, что орхидеи хоть и любят, как и все растения, дождики и душевания, но не в наших условиях. Это в тепличных условиях там можно включить мощные вентиляторы. Слушайте, корень такой у нее, ух, пошел в сторону. А у нас так не разгонишься. Так, и полью сейчас я ее с удобрением для роста и развития. А, подождите, еще один цветонос я увидела сухой. Их же там два рядом. Вот так. Или это другие уже. Развернула другим боком. Нашла еще цветонос. О, куда-то улетел кусочек цветоноса. Жорик придет, найдет. Ну и налью сейчас водички с удобрением. Эта салфетка уже усё. Уже усё. Слушайте, мне кажется, что как-то темновато у меня сегодня здесь. Надо, наверное, переехать вот сюда на солнышко. У меня здесь пирог. Мои что-то так его... Видимо, я яблоки... Они ломали его, что ли. Яблоки положила, и он это вот. Я еще не успела присыпать его даже. Ну, ребята уже его и без присыпки поели. Так. Вот такая будет красавица. Красавица. На солнышке лучше видно, да? Видите, как оно как полирует листик? Ну, и оставляет такой след. Такой мыльный, мне кажется. Вот так вот. Вот так вот. И будем готовить к поливу. Так, следующее. Я возьму сначала большие попротираю. Следующий кусочек. Я что-то так посматриваю на пирог. И что-то мне тоже хочется. Так, а ну разворачивайся. Что я как-то обрезала. Девочки, удобно, но мало. Удобно, но мало. И в продаже что-то нет. Сейчас вам еще раз покажу. Вот это вот одна салфетка 25 гривен стоила. Это от Зеленого дома я брала. Помните, когда удобрения покупала? И там как поназаказывала. Там одна была салфетка мною куплена распродажная. У нее, оказывается, уже срок годности истек. Она была для декоративно-лиственных. Ну, я за мякулькас ей попротирала. А я даже не прочитала, как часто можно эти использовать салфетки. Они же пропитаны типа удобрением. Каким удобрением? А вот тут что-то написано по-польски. Девочки, сделайте скриншот. Переведите. Да? Так, кто польский знает, напишите в комментариях, что тут написано. А то мы протираем и не знаем. Ну, говорю, уже не первый раз, поэтому второй. Ну, в этой локации не протирала. Я же их немного купила, поэтому намного и не хватило. Думаю, просто вот попробовать. А вообще, мне кажется, детские салфетки можно брать. Какие-то антибактериальные. Я обычные беру. О, Хазард какой. Когда цвести будешь, красиво. Парень. Вот тут у него были какие-то странности. Мне это не понравилось, и я смазала. Такое ощущение, как будто он хочет дать здесь корней много, чтобы я потом сделала чик и обновила его. Да? Ну, хорошо. Хорошо, прям много корней дает. Цветоносов пока нет. Ну и ладно. О, такой будет теперь чистенький. Ну вот здесь еще хочется проникнуть. Вот так вот. Сейчас хотя бы одну полочку приведу в порядок, потом вторую. И будет всем счастье. Так, следующее.
Следующее. А давайте ягуарчика протрем. Сейчас маленькие идут орхидейки. Надо пополам еще разделить эту салфеточку, да? Видите, какие они пыльные? Я сейчас пополам разделю. Почему нельзя одной салфеткой протирать все орхидеи? Потому что мы же вот так вот стираем пыль, а там могут быть инфекции, вредители. И мы перенесем с одного растения на другое. Так сказать, поможем вредителю перепрыгнуть. Девочки, вчера, кстати, насчет вредителей смотрела, прям читала, смотрела, интересовалась. Вот эти вот для борьбы с клещом тоже клещи, хищники, как-то они там называются, я вам напишу на экране. Я не выговорю их название, которые покупаешь, они в вермикулите продаются. И так насыпаешь прям сверху на растения. В теплицах используют этот метод для борьбы с вредителями. Причем этот вид, может это и не клещи, в общем этот вид насекомых, он ест и трипсы, и яйца, и личинки, в общем все ест. Понимаете? Вы себе насыпали на листья, и они начинают свою работу. Они хищники. Они охотятся, они поедают, бегают там за ними, сами свои яйца откладывают. В общем, там идет такой невидимый глазу процесс борьбы с вредителями, биологический процесс. Без всяких химикатов и без всего. Кто пробовал, напишите. Вот еще биглипчика протру последним кусочком салфеточки. И потом уже остальные допротираю. Полку я уже протерла. Дракарис. Точно дракарис? Ничего я не путаю. Да, дракарис. Дракарис. Такой маленький был и так классно цвел. Вообще замечательно. Такие цветы крупные были. Ну, они как бы не 12 сантиметров, но такие сантиметров 6-8 для такого маленького кустика. Я думаю, если подрастет, будет еще красивше. Так что все. В общем, одну полочку с вами сделали. Сейчас я вам обещала показать. Только мы не полили еще, сейчас будем поливать. Обещала же вам показать свою орхидею, которая расцвела. Сейчас принесу. А ну, зацените эту красоту. Не все же листики рассматривать и корешки. Есть у нас и такое чудо. Это талумния Red Velvet. Класс, да? Слушайте, вчера вечером с мужем спорила. По какому вопросу? По вопросу цвета. Вчера вечером под искусственным освещением в свете ламп эта талумния была не красный вельвет, а конкретно прям темно, прям черный. Прям черный. И муж мне говорит, вот завтра на солнышко. Так, где солнышко? Говорит, на солнышке завтра поставишь и посмотришь. Я просто нашла фото от садовника, которое мне прислал продавец, когда отсылал эту орхидею, когда я заказывала. И она там вот такая вот даже еще более красная. А я говорю, нет, у меня другая какая-то, смотри, она темная. А он мне говорит, нет, вот ты завтра утром встанешь, если будет солнечно, ты прям на солнышко ее поставь и посмотри внимательно. Так, в чем у меня растет талумния? Талумния моя растет сейчас теперь в мхе. Они у меня были в гидропонике, но мне что-то не нравилось. Оно как-то... они росли, но корни, получается, вот в этих же горшочках здесь был насыпан этот керамзит плагрон. Его так и называют, керамзит плагрон. И он, получается, здесь было влажно, здесь сухо, но корни вот здесь тусовались, в верхней части. Но я решила перекинуть их всех, у меня их, по-моему, 4. Решила перекинуть их вот сюда вот, в мох живой.
И мне кажется, им понравилось больше. Они любят попить и подышать. Слушайте, ну вот такая вот прелесть. А? Зацените красоту. Такие маленькие, такие вообще. На фоне фаленопсиса я вам могу показать на фоне хатуюки. Хатуюки тоже ж небольшая орхидея, не крупноцветковая. И вот это такая мелочь пузатая. Эти хатуюки вот открывать. Все-таки я развернула сюда цветонос, потому что мне надо было поставить сюда Лизу Хою. Потому что она перестала ароматить, перестала открывать бутоны. В общем, я сделала рокировочку на подоконнике и развернула цветонос сюда. Ну, посмотрим, что будет. Но пока тьфу-тьфу-тьфу, вот уже где-то дня 4 нормально. Ну, посмотрите на эту прелесть. На эту прелесть. Так, ну что, девчонки, иду я оформлять свою полку нижнюю. Сейчас там довытираю то, что осталось. И полью их быстренько, заставлю. И сделаю вот эту изгородь из этого малярного скотча. Потому что Жорик сейчас с прогулки придет и все. Так, где солнышко? Я ловлю солнышко, но она на солнышке очень красиво. Прямо красиво. Так что вам вот такой огненный вельветовый привет. У меня еще желтая. Сейчас я вам покажу их. Сейчас, раз уже талумни, я вам сейчас покажу, что у меня есть. Так, вот они у меня здесь, вот так вот на верхнем ярусе. Эти не цветут. Еще не цвели. Это у меня, они все джайрак. Это оранж. Тоже в мхе. Оранж. Но цветоносов пока нет. Я, кстати, когда это выпустила цветонос, я вообще не поняла, что это цветонос. Какая-то тоненькая соломинка появилась. Я подумала, что это мох там что-то. Я даже не подумала, что это цветонос. И, кстати, у талумний не надо обрезать цветонос, пока он полностью не засохнет. Вот эти почки, видите, там почки, они тоже, когда отцветает, сколько цветет, не знаю, у меня 3-й день. Пока что, вот сегодня 3-й день. Вот эти почки оживают, дают ответвление. Представляете? Так, 2. Тут у меня Виолацея Ред цветет. И вот еще один бутон дует. Тут такие ароматы стоят. Красота. Все этот сапфир у меня цветет. Я его так закинула. Так, вот, давайте я сразу возьму. Вот та, короче, вот та, которая осталась там, это дублик. Отвалилась при пересадке. Оранж. Так, вот они у меня. Вот это что-то какая-то невеселая. А ты кто? Елов. Елов. А значит, тот второй Елов отвалился, который от тебя. Елов, вот такой вот Елов. А ты кто? Тафе. Тафе. Это какая-то интересная там фиш, что-то там, рыба присутствует в названии. Девочки, я их подпишу и покажу вам здесь фотографии, как они должны цвести. В общем, это получается у меня... это оранж, это yellow, это разные. Это оранжевая, это желтая. Ну, это вообще обалденное. Мне так нравится. Класс. Видела, девочки садят в один горшочек, вот так разные вместе. В один горшочек. И они когда зацветают, получается такая, знаете, анюткины глазки. Такая вот поляночка. Вообще все, девочки. Радуемся самому-самому такому незначительному. И улучшаем себе настроение. Ну, посмотрите, вот. А вы говорите каскады, каскады. Вот это тоже приносит радость. Вы посмотрите, вот насколько интересное строение цветочка. Ну, губа, вот такая нижняя губа. Сипалии, вот там, ну прям, ну кукольная. Кстати, вот этот бутончик, он вчера только открылся. Видите, какой? Ой, боже мой, какая прелесть, да? Прям вообще, посмотрите, какая прелесть. Это даже какая-то такая интересная дамочка. Отличаются цветы даже, да? Так, в общем, все. У меня объем работы, и надо попить кофе. Я еще не пила кофе. Так, а кто, говорю еще раз повторюсь, кто хочет, чтобы был аромат в помещении, покупайте Виолацею. 1-2 цветочка, долго держит,
И очень прикольно ароматит, так приятно-приятно. Вместо вот этих химических диффузоров лучше ароматную купить. Она у меня вот так в кашпо стоит. Вот так посажена в 12 горшочке. Махонькой купила вообще 1,7. А когда не записала? 10 месяц 23-го года. Вообще там, знаете, приехала вот такая вот. Ну ничего, потихонечку растем. Надеемся, что сохраним. Так, все, всех обнимаю. Всем мира и добра. Здесь полито на этой полке. Здесь нет. Короче, только эта полка полита. Теперь еще нижнюю добраться. А на неделе уже вот эти полки. Тут проще. Тут Жорик не достает. А, все, увидела. Моя Shiny Girl. Моя Shiny Girl. Именно в том месте. Расстроюсь сейчас? Не знаю. Может, и не расстроюсь. Вот. Вот то место. Все-таки там какая-то бяка. Девочки, сейчас иду, снимаю лист. И, наверное, Максим пойдет в работу. Вот все-таки вот там, вот, когда мы с вами смотрели, было темненькое. Мы замазывали. Короче. Но если что, куплю новую. Ну, что делать? Мне очень нравится этот фаленопсис. Ну, все-таки не будем терять оптимизм. Будем радоваться тому, что есть. Все, всех обнимаю, всем мира и добра.